Слава Кверите, с вами Суп. Core Keeper уверенно набирает обороты в мире. Уже более 250 тысяч продаж за первую неделю раннего доступа. Но русскоязычная комьюнити практически пропустила эту великолепную игру. И я тут, чтобы рассказать вам, почему вы хотите в нее играть здесь и сейчас. Что такое Core Keeper? Приключенческая RPG-песочница с процедурно генерируемым миром. Игра явно вдохновлялась такими играми, как Terraria, Stardew Valley, Minecraft, и взяла из них многие отличные механики. Сюжетно Core Keeper опять иссякает. Наш герой был в экспедиции, в неком загадочном лесу, потрогал неведомую хрень, ну и после этого, собственно, объявился в мрачном мире Core Keeper. Важный совет: не трогайте всякую неведомую хрень, потому что иссякайнуться можно не только в мир с милыми кошка-девочками. В этом мире вас в лучшем случае ждет красотка мамочка Улья. Нет, кому-то может и понравиться. Вполне возможно, не исключаю. Но к сюжету игры мы с вами еще вернемся, так что, если вы не боитесь микроспойлеров, обязательно смотрите видео до конца. Первое, что отпугивает многих — отсутствие русской локализации. Поверьте, вам она не понадобится. Нет, вероятно, она появится, может быть официальная, может быть от мододелов, не имеет значения. Но, по большому счету, она реально не особо нужна. Потому что один из огромных плюсов этой игры — она интуитивно понятна. Она не заставит вас сидеть часами в Википедии или на Ютубе в поиске гайдов, нужной информации, схем крафтов и так далее. Не возникает вопросов, что и для чего делать и куда развиваться. Кирка — стена ломай, лопата — дырка копай, тяпка — огород наводи, лейка — перчик поливай, удочка — рыба лови. Кстати, фанатам Stardew Valley в этой игре тоже есть перечные бомбы, но они действительно взрываются. Не ешь, подумай. Еще один плюс игры — она не утомляет гриндом, от слова совсем. Да, он есть в игре, что для игр вроде Terraria и Майнкрафта совершенно нормально, но каким-то загадочным для меня образом создатели умудрились соблюсти некий нежный баланс, что все необходимое достигается умеренным количеством гринда и не успевает надоесть. Даже строительство массивных железных дорог потребует приемлемое количество ресурсов. И да, наличие железных дорог с вагонеточками — это, конечно же, огромный плюс игры. Привет всем фанатам Factorio и игр, где можно строить ЖД. Обожаю это дерьмо. Боевка в игре более чем комфортная. Она одновременно достаточно проста и понятна, но при этом умереть даже от простых противников при неудачном стечении обстоятельств можно легко. Так что не стоит терять концентрацию. А так как мир игры наполняет тьма, которую мы стараемся разогнать факелами, неожиданности тут норма. Даже больше скажу, тьма в ряде случаев буквально часть боевой системы игры. К примеру, большие личинусы целенаправленно бегут и снимают ваши факелы. Не только факелы, а вообще всякие предметы. Могут найти и верстак снултать. А толстая жопка Хорна просто не глядя сносит все факелы и прочую ерунду на своем пути. Это делает сражение заметно сложнее. На ваш вкус игра представляет вам оружие ближнего и дальнего боя с различными свойствами, вроде замедления и тому подобного. При этом перекоса в отношении оружия дальнего боя, что в общем встречается в играх довольно часто, нету. Многие противники сделаны так, что оружие дальнего боя будет просто плохим выбором, и вы скорее огребете, нежели выиграете от него. А другие, наоборот, оружием дальнего боя эффективнее уничтожаются. И да, что очень важно, дальнобойные пушки не требуют снарядов. Спасибо за это. Коснемся системы крафта и починки. Расширение доступных ресурсов и предметов последовательно и понятно. На деревянном верстаке можно сделать медный верстак, на котором помимо новых инструментов, новые столы для крафта, типа наковальни для оружия и тому подобного, и следующий уровень оловянный верстак, и так далее. Вся эта система настолько проста и понятна, что игре реально не требуется вики, до всего доходишь буквально сразу, только начав играть. Ну и развитие происходит весьма комфортно и не затянуто. Отдельно отмечу систему починки. Сейчас она вообще не требует серьезных затрат.
Любой инструмент или оружие можно разобрать на скрап, и любой предмет при разборке дает ровно 1 единицу скрапа. И ровно 1 единица скрапа нужна, чтобы полностью восстановить прочность любого инструмента, брони или оружия. В общем, крафтишь деревянные кирки, разбираешь и чинишь свой гигамушкет. Не знаю, будут ли эту систему менять, если честно, я сомневаюсь, так как пока прослеживается четкая тенденция игры не усложнять саму себя и не затягивать себя искусственным гриндом, что очень мне импонирует. Поговорим о боссах. Буду честен, в большинстве таких игр, типа Don't Starve или Террарии, я очень хреново справляюсь с боевкой, поэтому боссы для меня настоящая пытка. Но в этой игре меня все устроило, потому что можно разработать классную тактику. К примеру, первый босс, он просто элементарно взрывался бомбами, и это был действительно простой бой. Второй босс, он не так прост, он гоняет по огромному кругу, и он будет тебя игнорировать, даже если ты по нему стреляешь. Поэтому ему нужно было нанести достаточное количество урона, просто чтобы он обратил на тебя внимание. Для этого пришлось сделать некоторое количество ловушечек. Ну и кроме того, в битве со вторым боссом такой чувствительной проблемой был как раз именно свет, потому что он сносил все факелы на своем пути, и непонятно, куда воевать, куда стрелять, что делать. Это сделало бой весьма динамичным и напряженным. Третий босс хоть и стоит на одном месте, но, похоже, он получает довольно незначительный урон от взрывов и весьма-весьма быстро регенится. При этом он в мили-бою весьма активно убивался. Помимо этого, он заплевывает все кислотой, которая еще и остается на земле, замедляя вас и дамажа. Ну и бесконечно спамит злющими личинками. В общем, разработать эффективную тактику против этой заразы было не так уж и просто. Но, тем не менее, боссы убиваемы даже с моими невероятно кривыми руками. Поверьте, я, правда, плох в этом. Ну и, само собой, разумеется, на победе над этими тремя боссами игра вообще даже ни разу не заканчивается, и впереди еще много всего интересного. Ну и, кроме прочего, надо понимать, что в игре еще куча механик, с которыми я сам толком еще не разбирался. К примеру, есть механика электричества и логических цепей. Зачем она нужна? Пока не знаю, но она есть, и скорее всего она будет расширяться, если не самими разработчиками игры, то уж мододелами точно. Вспоминаю Industrial Craft для Майнкрафта. Ух, классный был мод. Кроме того, есть там сельское хозяйство, рыбалка, готовка, и это тоже все значительно влияет на игру, потому что помимо того, что вы должны выращивать и создавать себе ингредиенты для бомб и зелий, само приготовление пищи тоже дает значительные бонусы. Разные блюда дают самые разные бонусы, которые могут пригодиться вам в различных ситуациях. Какие-то помогут вам, например, быстрее раскапывать каменные и другие более крепкие стены, какие-то помогут вам эффективнее убивать монстров, ну и так далее в таком ключе. Ну и естественно, что тоже очень клево, мир полностью разрушаемый, так что вы можете копать рвы, наводить мосты, строить укрепления и ловушки. В общем, это вопрос только в вашей фантазии. Во многом, кстати, вот этот мир мне напоминает Dungeon Keeper, и это реально очень прикольно. Ах, ностальгия. Ну и напоследок о сюжете, как я и обещал. После убийства первых 3 боссов и выбивания с них необходимых итемов, мы можем активировать 3 алтаря, и мы наконец узнаем, что ж тут, блин, происходит. Итак, некоторая древняя ультраразвитая цивилизация пала. То, что мы видим перед собой, это их огрызки. Но для восстановления этой богомашины нужна энергия. И что же нам предлагают? Пойди и убей титанов за стеной! What? Ну и, собственно, как и положено Исекаю, в качестве награды за сей титанический труд нас вернут назад домой. Такая вот занятная история, но мне еще предстоит узнать, что же будет в этой игре дальше. Ну и в заключение, игра очень недорогая и весьма легковесная, весит, кажется, всего что-то в районе 250 мегабайт, сразу Лупхира, если честно, вспоминается. Она просто шикарно играется в кооперативе, при этом это всего лишь ранний доступ, а контент уже более чем приличный, и он играется реально на одном дыхании. В общем, если вы еще не вкатились в гениальный Core Keeper, то сейчас самое время, я это вам всем настоятельно рекомендую сделать.
Квериты. С вами был Сух. Всем пока.